Всем привет! Мы находимся на китайском сервере сейчас. И в данном видео просто как, скажем так, памятка, чтобы у нас была. У нас, получается, последний день финального босса. И чтоб на будущее нам пригодилось, да, знать, кого, чем лучше бить. Но опять-таки, возможно, у нас что-то поменяется. Какая-то своя мета будет. Но для ориентира сейчас посмотрим, разберем, кто вообще что, как лучше. Вот человек, получается, он по всем дням в топе, да, вот этот китаюза. Вот будем смотреть конкретно, чем он бил. Какие его пачки. Получается, первая пачка у него. Ага, все-таки Гиллиан, оказывается, у нас используется. Интересно. Вот такой у нее сет. Ну, тут, в принципе, на тесте уже делал обзор по шмоткам именно. Что какие сеты, поэтому просто визуально запомним и все, что она вообще одела, что использовали. Все-таки вот, пожалуйста, герой юзабелен. С посохом, ну ладно, что, значит, так лучше живут. Без эксклюзивки бьет. Нет у него Телендора, возможно, так даже и лучше, еще неизвестно, да? Интересный выбор по артефактам. Ну ладно, значит, наверное, так ему показалось лучше. Возможно, так и есть. Вот сет на олене такой. Так, едем дальше. Ну, тут, в принципе, все понятно. Мифический damage set на обоих. Арты сборовские. Так, Алтон у нас на усиление урона чисто и разломщик. Так, понятно. Все, эта пачка у нас набивает на финалке 283 ляма. Неплохо, неплохо. Возможно, Талендора у него просто нету. Может быть, он сюда и зашел бы. Далее. Ага, тоже интересно. Леля. Блин, ну призыв тоже неплохо. Ну-ка, смотрим с артом, без арта. Леля. Человек топ-1, напоминаю. Причем конкуренты у него посерьезнее, чем он сам. Просто что-то они, значит, неправильно делали. Но тем не менее, вот тоже смотрим. Леля без арта. Ирзилас на усиление урона. И с часами. Интересно. Тут тоже чисто усилялка. Странно, почему именно такой выбор. Ну ладно, может просто как бы и не принципиально. В атаку может просто делал. Ну да. Чисто просто где атаки больше было. Вот, потому что от нее урона-то и не требуется. Вот, просто чтобы бафало сильнее. Хотя кого он тут бафал, непонятно. Леля-то как бы мили, наверное. Так, ладно, это мы посмотрели. Скорее всего, это разлом будет. Да, это разлом. Вот, и Торин, наверное... А нет, без рога. Ну, значит, так лучше живут. Не захотел он рога девать. Так, вот, пожалуйста, 271. Так, скорее всего, это дикость. А нет, яд. Кстати, обратите внимание. Вот он ядом набил больше, чем... Ну-ка, сейчас сразу сравним. Ага, флора с артом. Вот он ядом набил больше, чем, в принципе, и все остальное. Латер с артом. Обратите внимание, корена нету. Так, Твич у нас. Интересно, интересно. Интересно. Надо будет попробовать. Так, это у нас точка у него. Точка 270. 120. Так, это у нас сопротивление. Как-то интересно он одет, потому что вот камень на сопру. 150 сопры. Он как бы и не туда, и не сюда. Тут просвет. Броня на точку. Тут атака.
Странно, ну ладно, значит, тем не менее урон как бы, да, не нам его судить, гляньте, если столько нафигачил, значит, ну пробовал, значит, так и надо как бы. Так, тут разлом и усиление урона, плюс на производный урон, то бишь, ну, от просвета, который усиление. Так, неплохо. А есть кто? Наверное, он будет. Да, да, да. А нет, тут просто ускорение. Так, значит, да, вот все. Здесь он ускоряет абсолютный навык нам. Блин, ну тоже прикольно, да? Молодец, молодец. Интересно он придумал, да? Значит, вот так можно, в принципе, играть. Сейчас по талантам глянем, что он брал. Да, вот продление яда он брал. Смотри, да. Так, запомним эту ветку. Надо будет на тестовый зайду, как раз буду тестить. Вот что там с ядом. Вот прикольно, да? Как бы пацанчик внес ясность, что как лучше, да? Вот, все, здесь такая же ветка. Так. Да, одинаковые ветки. Ну, у Латера там своя. У него с усилением ульты. Все, Латер тоже как-то 140. Зачем? Непонятно. Ладно. Все, едем дальше. Ну, дикость тут все, в принципе, классическая. Просто с воронки взял. Огока влупил. Да, просто, ну, с воронки пачка, по сути. Да, молодец, молодец. Так, и Огок тоже, блин, с этим интересно. Посох везде. Ну, значит, так лучше. 287 у нас. Неустраш у него налупил. Настя с артом. Так. Тут, в принципе, все логично. Ага, перчатку такую поставил. Ладно, интересный выбор. Ну-ка, Натан с этим артефактом. Ладно, что. Интересно, ну, что-то вот как-то. Так, а кто, кем он меньше? Ага, меньше, чем Неустрахами он набил только заморозка. Ну, заморозка. Как-то у него и по героям, я смотрю, не особо-то. Может быть, просто чего-то нету. Скорее всего, особо не крутился. Да, с кольцом. Ну-ка, а разлом у него кто? А, все понятно. Тут что-то он... Просто дефицит у него, короче, на героев, на артов. Поэтому вот так вот у него получилось. Ну, тем не менее. Вот Хахадира у него, получается, нет. Он взял бычка этого. Ну, как альтернатива, почему бы и нет, да? В принципе. В принципе, тоже неплохо. Тоже, ну, больше 200 набил. Все ж молодец. Ну, с ядом он меня прям порадовал. Давайте тогда еще посмотрим дальше, кто там. Вот, в принципе, они... Да, и по дням, и по общим. Так, смотрим. Так, ну тут тоже, видите, заморозка, я смотрю, не особо себя показывает, и, значит, не особо-то ее и крутили они. Вот, тут дикость 320, ну, в принципе, что ее смотреть? Вот, 286. Тоже сбор. Также с Гиллен, ну-ка, тоже посох. Нет. А вот он разлом, но без усиления. Так, ну, блин, интересно. Вот тоже 300 с чем-то, но тут он уже набил поменьше, чем тот паренек. Латер у него тоже с артом. Да, на Твича вот этого что-то полюбили ставить. Интересный выбор у них, но... Все равно прикольно. Так смотришь, когда как-то что-то ребята новое придумывают, потому что они-то раньше не играли, там уже там люди привыкшие, а им приходится что-то свое вообще, не то чтобы изобретать. И вот
Как-то не с нуля, просто делают что-то. Мы пытаемся как бы старое модернизировать, а они вот что-то новое вообще для себя делают. Так, тут уже у него все чуть-чуть по-другому. Ага. Интересно тоже выбор. Ну, блин, а что ж он? Ладно, его дело. Так, и ладно, третьего глянем, и все, и хорош. Ага, тут тоже как-то он... Сбор у него такой себе, потому, наверное, на выживание акцент сделал. Далее. Заморозочка тоже слабенькая. А вот раньше он был топ-1. Там по воронкам, потом что-то он просел. Так, тут как-то тоже слабенько. Блин, ну, кстати, яд себя на финалке, смотрю, показывает очень неплохо. Очень неплохо. Поэтому кто там сомневался насчет Лотера, вот вам, в принципе, ответ. Вот даже без арта, да, вот, ну, 300, почти, нет, 200. Ну, блин, артефакт тут, значит, очень сильно решает. Да, разлом, усиление это. Джорна пихают. Блин, прикольно, прикольно. Так, ну тут понятно, тут, блин, Огак на себе тащил всех как мог. Просто пятый, это значит он без точности. Ну, почти, да. Так, сейчас случайно, походу, условлено. А что? 512 сопротивления. С ума сошел, что ли? Пятьсот двенадцать сопры. Что ты собрался там сопротивляться? 512, господи. Что ты творишь, парень? Ладно, чё? Лучше бы я этого не видел. Ладно, все. В принципе, как памятку себе оставляем. Пригодится однозначно. Что, скоро пойду на тестовый. Как только соты появятся, будем тестить яд. Потому что, блин, яд зависит очень сильно от уровня, чтобы все открылось. Руны, таланты и так далее. Тогда будет уже понятно все. А сейчас у нас пока что 79-й кап, поэтому, ну, смысла не вижу вообще сейчас делать на них обзор, да? Хотя с нетерпением жду сам. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока.